Всем привет, с вами Иван Хорев. И на этот раз герой нашего видео – истребитель СССР 6-го уровня Пи-39Q-15 Аэрокобра. Поскольку это премиум-самолет и предшественника у него нет, мы сразу сравним его с другими истребителями того же уровня. И сразу становится ясно, что Аэрокобра не дает спуску никому из золотых соперников. Крепче нее на уровне только Мустанг МК-1, а мощнее по вооружению Ки-88. Да и по скорости Пи-39 не сильно проигрывает другим премиум-машинам. Но самолетов без недостатков, увы, не бывает. Слабые места нашего героя — невысокая маневренность и малая высотность. А вот при сравнении с обычными самолетами ситуация обстоит немного иначе. На фоне немецких и американских машин прочность Аэрокобры будет не сильно выдающейся. Но тем не менее наш герой крепче Як-1М, Зеро и примерно на одном уровне с Як-9 и 5-м Спитфайром. А вот по огневой мощи Пи-39 ближе к лидерам. Еще бы! Пушка 37 мм кому угодно даст прикурить. Мощнее вооружение только у Ла-5, Як-9 с 45 мм орудием и у немецких самолетов. Но за мощное вооружение придется расплатиться скоростью и маневренностью. Аэрокобра летает быстрее лишь Як-9, Зеро и тяжелой модификации Фридриха. С виражами тоже не все гладко. Соперничать можно только с американскими и немецкими машинами. Ну что же, придется брать не характеристиками, а умением. Итак, в бой. После окончания отсчета набираем высоту. Если основу вражеской команды составляют высотные самолеты, то стоит забраться повыше, километра на 2-2,5. Так мы обустроим удобный плацдарм для начала столкновений. Ну а если же высотников всего пару штук, то лучше остаться примерно на 1,5 километрах в зеленой зоне высотомера. На рожон лезть не стоит. Невысокая маневренность и скорость — не самое лучшее подспорье в борьбе с большим количеством противников одновременно. Лучше опереться на крепкое крыло товарищей по команде и далеко от них не улетать. Также на тактику серьезно влияет и вооружение. 37-мм пушка Т-9 хоть и очень мощная, но вот со скорострельностью и точностью у нее небольшие проблемы. Поэтому, чтобы всыпать из нее по противнику, желательно подбираться поближе, метров на 400-500. Но в этом есть и плюсы. Пулеметы 12,7 мм, также стоящие на нашем аппарате, на такой дистанции отлично наносят урон. Ну а если вдруг вы почувствуете себя асом-снайпером, то вешайте пушку на отдельную группу стрельбы и радуйте противников попаданиями с 800 метров. Только это уже совсем высший пилотаж. Вооружение определяет и приоритет целей. Наиболее предпочтительными для Аэрокобры будут штурмовики и тяжелые истребители. Ведь по крупной цели и попасть проще. Со штурмовиками все предельно просто. Заходим сбоку или снизу, чтобы не попадать под огонь Михалыча, и готовимся в случае чего отвернуть. Подорваться на сброшенной бомбе в ваши планы входить не должно. Ну а пушка в 37 мм позволит достаточно быстро разложить даже Ил-2Д. Тяжелые истребители хорошо ловить в нижней точке пике и во время набора высоты. В эти моменты они наиболее неповоротливы и уязвимы. Главное не проспать, ведь скорость противника во время подобных маневров достаточно высока. А вот маневренность П-39 вполне позволяет закрутить тяжелые самолеты на горизонтали. Но долгими виражами увлекаться не стоит. Как говорится, вражеские истребители близко. Кстати, о истребителях. Поскольку большинство из них гораздо маневреннее нас, брать их лучше в самый неожиданный момент. Обычно его можно улучшить в крупной свалке, срезав противника на проходе сквозь кучу малу. Высотные и скоростные самолеты лучше всего затягивать на малую высоту, где у вас будет преимущество по скорости. Как вариант, можно сесть на хвост противнику, атакующего союзный штурмовик. Ну а совсем в крайних случаях можно и в лоб атаковать. Только перед атакой не забывайте убедиться в том, что основное орудие остыло. Иначе есть большой шанс не добить противника из-за снижения темпа стрельбы нашей пушки. И немного про наземку. Темп стрельбы основного орудия Аэрокобры не шибко годится для массового уничтожения строений и кораблей. Поэтому внимание на наземные объекты мы вам обращать не советуем. Но если поражение по преимуществу не за горами, вполне можно распилить пару вражеских ПВО и переломить ход боя. Итак, подведем итог. Аэрокобра справляется со своими задачами на отлично.
Мощное вооружение и достаточно четкая ниша в бою позволяют достаточно быстро выстроить выигрышную тактику. Ну а где выигрыш, там горы серебра и опыта. Так что берите P-39Q-15 и вперед! Громить врагов!